Добрый день, вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня очень интересная работа. У меня кокетка с листочками, но листочки необычные, они очень такие интересные, вот такие красивенькие. Мы их будем учиться вязать. И плюс еще такая добавочка, как галочки, узорчик. Узор несложный, запоминается легко. Предлагаю посмотреть и связать вместе со мной. Сегодня мы начнем вязать интересную кофточку очень красивыми сиреневыми ниточками. Слонимская пряжа 400 метров 100 грамм, крючок 2,75. Говорю это всегда. И еще пишу в описании всегда. Начинаем набор колечек. Мне так проще считать. Вот, 4 воздушные петли. И в первую петельку столбик с одним накидом. Я тоже всегда проговариваю, хотя девочки очень часто переспрашивают. Но тем не менее, давайте. 1, 2, 3, 4. В первую петельку столбик с накидом. Узор у нас будет очень красивый. Схему видно плохо, но мы попытаемся все-таки в ней разобраться. Раппорт узора, то есть узор 1, 2, 3, 4. Мы набираем колечки. И я бы вам посоветовала сразу ставить маркеры. Смотрите, тогда будет удобно и не будет путаницы. В самое первое колечко поставили маркер. Считаем 1, 2, 3. И в четвертое колечко 1, 2, 3, 4 ставим маркер. Наша задача набрать вот такие колечки. И здорово, если сразу будете ставить в четвертое колечко маркер. Вот. И тогда будет очень удобно считать и вязать, и вы сразу увидите. Не спутайтесь. Не спутайтесь. Я набрала необходимое количество. Что это значит необходимое количество? И плюс я не стала сразу замыкать в кольцо. Мне кажется, так удобно, когда вы набираете. Что это у меня вот такое за абракадабра? Смотрите. Смотрите, я поставила двойные маркеры. Это у нас будет реглан зеленого цвета. Да? Вот. Теперь поворачиваю, чтобы было удобно смотреть. Считаем 1, 2, 3, четвертое колечко. 1, 2, 3, четвертое колечко. Там, где маркеры, будет узорчик, листики. А там, где 1, 2, 3, будет просто галочки. На спинке у нас образовалась, там, где зеленые маркеры, это у нас линия реглана. Между линией реглана галочки, листочек, галочки, листочек, галочки, листочек, галочки, листочек. Это спинка. Рукав 1, 2, 3 колечко и 1 листочек. 1, 2, 3 колечко и реглан. Впереди точно так же набрала, как и на спинке, соответственно, абсолютно так же. Мы начинаем вязание. Я вот взяла с самого начала вот колечко, как я сейчас показывала. Сразу поставила маркер и начала считать 1, 2, 3 колечко. 1, 2, 3 колечко. Вяжем, вяжем, вяжем. Довязываем 1, 2, 3. И вот здесь наша задача присоединить к колечку. То есть четвертое колечко мы не вяжем, оно у нас есть, вот маркер. Теперь самое главное выровнять, чтобы все колечки смотрели в одну сторону. Выравниваем вязание. Присоединяем к зеленому двойному маркеру. И начинаем вязать узор. Узор несложный. Запомнить его легко. И мы его сейчас с вами разберем. Самое главное, чтобы ниточки не перекрученные были. Все выровнять, чтобы все это было красиво. В процессе, конечно, все скручивается. Наша задача все выровнять. Вот, выровняли. И в самое первое колечко мы присоединяемся. Там, где маркер, мы начинаем вязать. Воздушные петельки у нас внизу, мы вяжем за столбик. Вяжем таким образом сначала
соединительным столбиком перейдем, там, где маркер, очень просто вяжется. 3 воздушные петли, у нас будет веерок. Это значит 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки и 3 столбика. 1, 2, 3. Я специально поставила двойной маркер, чтобы было понятно, что это у нас идет линия реглана. 2 воздушные петельки. И смотрите, что мы делаем. В каждое колечко, в каждое, наша задача, мы провязываем галочку, основной узор, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот. Идем дальше. Следующее колечко. Вяжем за столбик, воздушные петельки у нас остаются внизу. По узору 3 галочки. 3 галочки, между ними воздушная петля и столбик, столбик, воздушная петля, столбик. Вот. Теперь в центре, смотрите, вот наш узорчик по схеме, вот провязали 1, 2, 3, реглан, 2 воздушные петельки, 1, 2, 3 и 7 столбиков с одним накидом. Провязали основной первый ряд, это самый главный ряд, который потом весь узор нам будет делать. Еще разочек запомнили, я маркеры уберу. Все по маркерам связала, больше они мне не нужны. Мы начинаем вязать второй ряд, присоединяемся нашим вязанием и объясню. Так, что у нас здесь? Вот здесь галочка. Вот. 3 галочки и веерочек. Все, теперь мы присоединяемся в самое начало нашего реглана. 2 маркера — это реглан. Переходим соединительными столбиками. Наша задача оказаться в центре воздушных петелек. И вяжем опять 1, 2, 3. Здесь уже мы даже не нужно слишком напрягаться. Мы будем знать, что реглан вяжется всегда одинаково. Просто-напросто 3 столбика с одним накидом и 2 воздушные петельки. Вяжется прям в центр. Вот и все. Наш реглан. Теперь добавляем, смотрите, там, где у нас были 2 воздушные петельки, наша задача, это же реглан, делать расширение. То есть мы вяжем галочку, столбик, воздушная петля и столбик. В следующем ряду мы будем вязать между галочкой и регланом 2 воздушные петельки. А потом на месте воздушных петелек опять галочка. Вот это идет расширение с 2 сторон реглана. Галочки, которые у нас есть по факту, мы вяжем, как они есть. Ничего не меняя. Это наш основной узор. Он достаточно плотно смотрится. Прям в сам центр галочки столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот. Теперь у нас начинается узор. Мы сделаем воздушную петельку. И смотрите. Ага. Тут я вас обманула. У нас же не 3 галочки, а 4. Значит, довязываем галочку. И между галочкой и листочком воздушную петельку надо будет провязать. Вот она у нас. Теперь вяжем таким образом. Смотрите, в первом в столбике вяжем 2 рельефных. 1 и еще 2. 2 рельефных. В третьем просто столбик рельефный. Итого получилось 3. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Следующие 3 вяжем 1. Листочки будем вязать рельефными столбиками. Это нужно запомнить. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. Рельефный. И в последнем мы вяжем 2 рельефных. Вот такой у нас будет второй ряд. Начало листочка будет. Рельефные столбики, причем достаточно симпатичные. Единственное, что, как всегда, я когда смотрю схемы, я думаю, зачем нам 2 воздушные петельки, может нам одну? А как вы думаете? Попробовать, да? Смотрите, девочки, на свое еще я не люблю просто дырочки. Не хочется как бы вот авторскую схему
менять, но может одну воздушную петельку. Это не принципиально абсолютно. Это просто такие мои ощущения. Одну воздушную петельку. Провяжу так, первый ряд, потом посмотрим. По схеме 2 воздушные петли. Схема авторская. Очень интересная работа мастерицы, которая на сайте Вязание Мам, все вы знаете, сама придумала, сама нарисовала эту схему. И вот такая вот красота. Мне очень нравится. Вот такой листочек у нас сформировался. Воздушную петельку не забываем до листочка и после. И просто галочки. Галочки вяжутся вот так. Просто. Не задумываясь. Между ними воздушных петель нет. Там, где у нас стоит оранжевый маркер, мы вяжем листочек. Там, где у нас зеленый маркер, мы, во-первых, перед маркером добавляем галочку, вяжем веерочек, и там, где воздушные петли, вяжем галочку, добавляем. У нас было 3 галочки, а будет 4. Довязываем второй наш рядочек, присоединяемся в регланной линии, переходим в самый центр и начинаем вязание заново. Вязание на самом деле достаточно несложное, легко запомнить. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки и 3 столбика с одним накидом. Получается, что в одном ряду мы с вами будем вязать 2 воздушные петельки, а в следующем ряду над петельками будем вязать дополнительную галочку. Вот. Мы вяжем 2 воздушные петельки, и те галочки, которые у нас есть, просто их провязываем по факту. Тут ничего не меняется. В прошлом ряду добавили, здесь просто 2 воздушные петельки. Получается, смотрите, в первом ряду 2 воздушные петельки, в четном просто галочка новая. В третьем ряду 2 воздушные петельки, в четвертом будет добавочная галочка. Это нужно запомнить. Таким образом у нас делается расширение нашей кокетки с 4 сторон для увеличения объема. Вот. Привязали, провязали. Теперь воздушная петелька, наш листочек по факту вяжем как он есть. То есть вот рельефными столбиками всегда. 1 столбик, ничего не увеличиваем, 2, 3, воздушная, так, 3, воздушная петля, еще 3, 1, 2, 3. То есть листик вот так вот вяжем пока, ничего не меняем. Воздушная петля и еще 3 столбика. 1, 2, 3. Никаких серьезных изменений у нас в этом ряду не наблюдается. Вяжем листочек, добавляем галочку. Идем дальше. У нас получается 1, 2, 3, 4 галочки и 2 воздушные петельки. Присоединяем. Вот. В следующем ряду, значит, у нас будет уже 5 галочек. Это принципиально, потому что на этих галочках мы будем вязать узор листики, поэтому все 1, 2, 3 должно быть правильно. 3 столбика. Тут я уже не проговариваю, вы все знаете. Какие изменения в этом ряду? Там, где у нас 2 воздушные петельки, добавочный узор, галочка. Остальные мы провязываем, как они есть, и смотрим, как меняется листочек. А листочек меняется быстро, потому что он маленький. Мы тянуть его не будем за хвост. Должно получиться 5 галочек. Это принципиально, потому что в следующем ряду мы будем вязать новый листочек, а он будет по центру. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Он будет по центру галочек. Вот. 5 это принципиально. Воздушная петля. Теперь смотрите, в этом ряду что мы делаем? Мы рельефные столбики 1,
второй и третий провязываю вместе вот таким образом. Одну воздушную петельку. Давайте добавим 2 и 1, 2, 3. Чтобы было видно, что это у нас такие вот листочки, я добавила еще одну воздушную петельку. И точно так же с этой стороны. Теперь уже точно видно, что это такой вот у нас красивый рельефный листочек. Вот такой у нас рядочек. Галочки вяжем по факту, сколько есть. И добавляем еще один по регланной линии. А листочки вяжем вот таким образом красивым. Довязываем наш рядочек. 1, 2, 3, 4, 5 у нас стало галочки. Веерочек нового ряда и еще 2 галочки. Теперь у нас там, где было 5 галочек, в центральную, вот у нас 2 мы провязали, а в центральную мы вяжем 7 столбиков с одним накидом, то есть начало нового листочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7. Также довязываем 2 галочки по бокам от листочка. Вот. А там, где наш листочек, мы его будем завершать. Вот такая схема. Столбик, 2 воздушные петли, 3 вместе, 2 воздушные петли, столбик. Воздушную петельку сделали. Теперь там, где у нас было 3 столбика, мы вяжем просто столбик. 2 воздушные петельки, а там, где у нас осталось 3 рельефных, мы их вяжем вместе. То есть завершение листочка, чтобы он у нас был таким красивым. Воздушные 2 петельки, и там, где у нас 3 рельефных, вот такое завершение. Прям видно, что это у нас листочек такой красивенький. Воздушную петельку делаем, довязываем наши галочки, не забываем в центре 2 узора, 2 галочки связали, а в третьем вяжем новый узор, 7 столбиков с одним накидом. Вот такая наша задача этого ряда. Идем дальше. У нас получается 1, 2, 3, 4 галочки и 2 воздушные петельки. Присоединяем. Вот. В следующем ряду, значит, у нас будет уже 5 галочек. Это принципиально, потому что на этих галочках мы будем вязать узор листики. Поэтому все 1, 2, 3 должно быть правильно. 3 столбика. Тут я уже не проговариваю, вы все знаете. Какие изменения в этом ряду? Там, где у нас 2 воздушные петельки, добавочный узор, галочка. Остальные мы провязываем, как они есть, и смотрим, как меняется листочек. А листочек меняется быстро, потому что он маленький. Мы тянуть его не будем за хвост. Должно получиться 5 галочек. Это принципиально, потому что в следующем ряду мы будем вязать новый листочек, а он будет по центру. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Он будет по центру галочек. Вот. 5 это принципиально. Воздушная петля. Теперь смотрите, в этом ряду что мы делаем? Мы рельефные столбики 1, 2 и 3 провязываю вместе вот таким образом. Одну воздушную петельку. Давайте добавим 2 и 1, 2, 3. Чтобы было видно, что это у нас такие вот листочки, я добавила еще одну воздушную петельку. И точно так же с этой стороны. Теперь уже точно видно, что это такой вот у нас красивый рельефный листочек. Вот такой у нас рядочек. Галочки вяжем по факту, сколько есть. И добавляем еще один по регланной линии. А листочки вяжем вот таким образом красивым. Довязываем наш рядочек. 1, 2, 3, 4, 5 у нас стало галочки. Веерочек нового ряда и еще 2 галочки. Теперь
у нас там, где было 5 галочек, в центральную, вот у нас 2 мы провязали, а в центральную мы вяжем 7 столбиков с одним накидом, то есть начало нового листочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7. Также довязываем 2 галочки по бокам от листочка. Вот. А там, где наш листочек, мы его будем завершать. Вот такая схема. Столбик, 2 воздушные петли, 3 вместе, 2 воздушные петли, столбик. Воздушную петельку сделали. Теперь там, где у нас было 3 столбика, мы вяжем просто столбик. 2 воздушные петельки, а там, где у нас осталось 3 рельефных, мы их вяжем вместе. То есть завершение листочка, чтобы он у нас был таким красивым. Воздушные 2 петельки, и там, где у нас 3 рельефных, вот такое завершение. Прям видно, что это у нас листочек такой красивенький. Воздушную петельку делаем, довязываем наши галочки, не забываем в центре 2 узора, 2 галочки связали, а в третьем вяжем новый узор, 7 столбиков с одним накидом. Вот такая наша задача этого ряда. И еще хотела добавить, получается, там, где у нас перед регланом, мы пропускаем 2 галочки и вяжем 7 столбиков, а там, где между листочками, мы вяжем по одному по узорчику, по одной галочке, и в центре из 3 галочек вяжем новый листочек. А там, где реглан, там будет немножко посвободнее у нас. Ну, вот такая схема. Можно ее доработать, можно сделать как-то что-то по-другому, но по большому счету, я думаю, что все логично, все должно красиво смотреться. То есть по центру у нас будет узор более скученный, потому что на 3 галочках будет вязаться, а там, где регланы линии, будет более свободно. Довязываем наш рядочек. Там, где листочек 1 заканчивается, начинается новый. Это все логично. Завершили вязание, провязали по факту добавочную галочку. Так как у нас в прошлом ряду было 2 воздушные петли, значит здесь у нас добавочная галочка идет. Провязали наш листочек, мы его уже вязали, как он вяжется. Теперь провязали, провязали, провязали. И там, где у нас окончание листочка, мы провязываем галочку. Воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и галочка. Пока так, а в следующем ряду мы будем в следующем ряду, ну так вот пока вяжем, в следующем ряду посмотрим. Нам нужно будет над листочком вязать листочек. Довязываем вот такой рядочек, в котором мы сам листочек начинаем вязать рельефными столбиками, точно так же, как в самом начале. Тот листочек, который у нас заканчивается, мы провязываем галочка, столбик, галочка. Вот. Довязали этот рядочек, начали вязать все заново. Добавили 2 воздушные петельки, галочки провязали, листочек провязали. Идем дальше. Нам нужно завершить вязание листочка, который вот у нас уже есть. По схеме вяжется столбик, воздушная петля, там вот где галочка, тоже столбик. То есть мы завершаем вязание листочка вот таким образом. Дальше вяжется просто галочка, воздушная петелька, листочек. Как вязать листочек, вы знаете. Я вам показываю, как вяжется завершение листочка. Вот так вот. На схеме это показано вот таким образом. Вот так. Или вот на схеме на самом деле очень плохо видно. Даже не знаю, как вот показать. Столбик, воздушная петля, столбик. Вот. И галочки опять. Здесь просто узорчик. Вот такой ряд.
То есть наша задача завершить вязание листочка. Дальше вязать все по схеме, то есть наши галочки, наши листочки. Как вязать реглан мы знаем. Там у нас тут прибавление и сам листочек вяжем. Что у нас должно получиться? Вот такое расширение уже идет неплохое. Над листочком провязали. Такое вот соединение. Галочки, листочек, галочки, воздушные петельки. Начиная со следующий ряд, там, где были воздушные петельки, галочка. Напоминаю, да, что мы здесь, после того, как ряд провязали ровных столбиков, мы их начинаем сокращать. Это вы все помните, это вы все знаете. Листочки вяжутся абсолютно одинаково из одного принципа. Вот. Я хотела только показать то, что мы еще не знаем. После того, как наш листочек полностью сократился, мы вяжем. Я сейчас подойду к этому моменту, все покажу. Воздушная петля, галочки по факту, сколько у нас их есть. Раз и два, да? Два. Вот теперь у нас с вами вот такое пространство осталось. Вот в этот момент над листочком мы начинаем вязание нового листочка. Столбик с накидом, 2 воздушные петельки и столбик с накидом. Вот. В следующем ряду мы здесь будем вязать 7 столбиков с одним накидом. На схеме выглядит это вот так. Все, тут идут галочки, сокращения. Вот. И когда мы начинаем сокращать листочек, мы начинаем вязание нового, подготовку к новому. В следующем ряду мы начинаем уже вязать новый листочек, галочки и совсем сокращать старый листочек. То есть здесь все идет как обычно, логически, если подумать, что один листочек завершается, вернее начинается, здесь завершение идет. Вот такой рядочек мы с вами провязали. Вот такой листочек у нас и галочка над листочком, чтобы начать новый ряд. Новый ряд мы начинаем, галочки мы провязываем, листочек мы провязываем, мы его уменьшаем. Как уменьшается, мы знаем. Опять же, галочку одну провязала. И в той галочке, которая... А вот еще вторая у меня тут галочка есть. И та галочка, которая над листиком, мы начинаем вязание нового листочка. Просто-напросто 7 столбиков. Узор на самом деле достаточно просто вяжется и легко запоминается. Листочки получаются очень красивыми. Между листочками у нас с вами идут галочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Вот все. И опять идут галочки. Получается, смотрите, на рукаве, там, где у нас рукавчик, у нас более даже, я бы сказала, интересно вязание получается, что галочка, 2 галочки, и потом только идет у нас лепесточек. И с этой стороны, потому что у нас реглан, и поэтому у нас тут такие прибавочки идут. А впереди и на спинке между листочками у нас было всего вот 3 узорчика. Вот 3 узорчика. Раз, два, три. И они же у нас 3 и остаются. И в принципе, мне кажется, увеличивать не нужно, потому что объем очень хорошо и так расширяется. То есть у нас начинается новый листочек, галочка, воздушная петля, и мы сокращаем листочек, который у нас уже 1, 2, которые уже связаны. Это всегда так. Один узор расширяется, второй сокращается. Как вязать? Все сокращения мы с вами знаем, потому что мы уже их провязали. Вот. Сокращаем один, начинаем вязать новый. Как вязать новый мы с вами прекрасно знаем. И как завершать,
тоже знаем. Вот у нас тут все есть, все на виду. 3 галочки, как мы начинали вязать листочек, как мы его сокращали. Начинаем вязать новый и сокращаем старый. Все. То есть принцип вязания абсолютно одинаковый. Единственное, что кокеточка получилась достаточно широкой, я буду вязать мало. В плане того, что у меня уже практически пройма, вот если так соединить, у меня практически уже по нужному объему я связала. То есть моя задача, сейчас я рядочек свяжу, и все. И буду вязать уже росток. Но для того, кому нужно связать размер побольше, вяжем еще какие-то 2-3 рядочка и только потом завершаем кокетку. А у меня уже объем кокетки достаточно большой. Мне слишком и не нужно. Поэтому я сейчас листочек довяжу, вот этот рядочек, и буду вязать росток. Я довязала рядочек и хочу завершить кокетку, потому что она с одной стороны короткая или маленькая, а там, где объем, она прям очень большая, потому что мы начали ее вязать с широкой основы, и это хорошо для всех, кто меня очень часто просит связать на большой объем, на большой размер. И вот эта кофточка, она идеально подойдет для тех, кому нужен большой размер и кто боится прям, что кофточка будет маленькая. А вот здесь, если вы наберете ровно как у меня, такими же нитками, то вот буквально через 2-3 узорчика уже будет очень хороший объем. А если продолжать все время увеличивать кокеточку, наш реглан, то прям кофточка будет совсем большой. Я, знаете, что сделала? Я даже подраспустила несколько рядочков и заново, вот у меня было расширение, у меня от реглана 3 было, 4, 5. Я померила очень широко. Для всех, кому нужен большой размер, это здорово. Для тех, кому размер большой не нужен, мы останавливаемся на прибавлении. Вот до 3 я прибавила, больше я не прибавляю. Я сделала одну воздушную петельку и 3 галочки с одной стороны и с другой, потому что иначе слишком большое расширение. Но опять же, это хорошо для тех, кому это нужно. Вяжем расширение до тех пор, пока вот у меня пройма, вот она. Для меня она уже достаточно. И объем самой кофточки тоже достаточен. Поэтому кокетку я на этом прекращаю вязать. Она у меня готова. Больше мне не нужно. Вяжите до необходимого размера. Еще имейте в виду, что вот пройма у нас готова, а еще будет несколько сантиметров росток. То есть пройма будет еще больше. И обязательно замеряйте. Может быть, и вам больше не нужно вязать. А объем еще можно добавить, вы знаете, да, что мы добавляем воздушные петельки, если нужен объем вот здесь вот. И еще объемчик растет. Это для тех, кому это нужно. Воздушные петельки вяжем между проймами и там узор. Вот мне в данном случае не нужно, вот я буду просто соединять с ростком. Вот. А пока на сегодняшний момент вот у меня как получилось. Смотрите, изначально у меня был раз лепесточек, 2, 3. Раз, 2, 3, 4. В следующем 1, 2, 3, 4. То есть я повторяю наши узорчики. Вот у меня раз, 2, 3 и раз, 2, 3, 4. Вот я больше добавлять не буду. Если у вас прям хороший объем, то вы добавляете точно так же со стороны реглана, как мы добавляли наш лепесточек. То есть, если у вас здесь, допустим, уже провязано 5 галочек, точно так же вы 2 галочки оставляете, в центральной вяжете цветочек и еще 2 галочки. Точно так же, как мы в самом начале. И у вас уже будет не 4, уже будет 5. А если объемчик вот такой небольшой, как у меня, то вот мне достаточно. Я буду чередовать 3 и 4. Рукавчик у меня получился вот один листочек, 2, 1 листочек, 2. Я тоже добавлять не буду, потому что уже хорошая пройма. Мне просто не нужно добавлять. Вот на этом этапе я кокетку завершаю. Если вам горловина большая, это мы во второй части
можно будет уменьшить. Я покажу как. А пока на сегодня кокетку мы связали. Самое главное, что набрали и распределили вот такой невероятно красивый, простой узор листочками. Мы его освоили. Тут буквально-то и запоминать особо нечего. 1, 2, 3, 4, тут 5 рядочков. Я думаю, мы запомнили. Вот. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новое видео. Вот. А в следующем видео мастер-классе будем вязать росток, обвязывать горловину и вязать само тело. А кому нужно, покажу, как еще и рукава вязать. До новых встреч!